Очень сильный ветер. Всем привет, это Михаил Веган. У меня процесс уже пошел, уже закипает вода, нагревается мой казан. Сегодня будем готовить лагман. Мой вариант лагмана, моя интерпретация. Я надеюсь, что вам понравится, поэтому смотрите видео до конца. И подключайтесь, поехали. Это вам не молоко, в нем нет антибиотиков. Это новый, стопроцентно растительный продукт из отборного овса. Прощай, молоко, не кисни! Итак, в первую очередь разогреем масло в казане. Нам потребуется порядка 100 мл его. Не так уж и мало. После того, как масло нагреется, отправляем в него заранее подготовленные овощи. Отправляем обжариваться лук. И морковь сюда же, довольно крупно нарезанную. Немного это все перемешаем и нарежем чесночок. На самом деле рецепт простейший. Если видели у меня рецепт супа гуляш, то они очень похожи. Нам необходимо сделать такой густой насыщенный бульон. Единственное отличие, ну, по крайней мере, главное, в этом лагмане у меня не будет каких-то добавок типа сейтана, сытного, тофу. Он будет просто овощной и не менее вкусный, замечу. Итак, за мной вертолетчики прилетели. Сюда в пережарку к овощам отлично подойдет красный болгарский перчик. Возьмите один большой, ну или парочку среднего маленького размера. Нарежу небольшими удобными полосками. Удобно готовить, удобно кушать. Морковочка уже мягкая, добавлю болгарский перчик сюда, пережариваться. Его не нужно прям так сильно упорно готовить. Перейдем к картофелю. Картошка в этом рецепте выполняет принципиальную роль загущения, то есть делает этот соус для лагмана, и даже не соус, сам по себе лагман, более густым. Соответственно, я предпочитаю нарезать небольшими кубиками его, чтобы он успел приготовиться, отдать свой крахмал, был мягким и очень удобным в общей массе, чтобы не выделялся своими огромными размерами. А в этом рецепте у меня также присутствуют томаты и томатная паста, поэтому принципиально важно до томатов добавить картофель вот в эту вот обжарку. Хотя, это уже не будет обжарка, потому что я не буду его обжаривать. Сейчас добавлю воды со специями. Важно сначала положить картофель, потому что зачастую томаты бывают кислыми, особенно если это не летний какой-то период, когда они сладкие. Кислота, картофель несовместимы, мы не сможем добиться того густого бульона. Он просто не развалится, станет таким стеклянным, неразваристым картофелем, который придется жевать, будет не очень приятно, долго готовить. Поэтому сейчас сделаем картофель, а потом уже добавим томатную пасту. Из специй я добавлю соль. Немного свежемолотого черного перца. Здесь на самом деле, как любите, можете даже добавить красный жгучий перец. Мне вполне хватает вот такой смеси. Также добавлю зира, он же кумин. Немного сюда для аромата. А еще мне нравится добавлять несколько лавровых листочков. И заливаю все это 1,5 литрами свежей питьевой воды. Чтобы ускорить процесс приготовления, просто накрываю это все крышкой. И к этому времени у меня уже закипела здесь водичка. Значит, самое время готовить лапшу.
Лапша для лагмана это дело тонкое, поэтому я думаю, что не всякое подойдет именно по вкусу, именно по консистенции. Здесь я нашел недалеко от дома в магазине продается вот такая лапша, которая так и называется, лагманная. Смотрите, она очень плотная, очень тяжелая, в отличие от обычных макарон. Она не до конца высушенная, то есть она мнется, и по мне, так по вкусу она просто идеальная. Можно приготовить такую лапшу и самостоятельно, но мы это сделаем в следующий раз как-нибудь. Сегодня быстрый, очень простой рецепт лагмана. Давайте варить. Ну что ж, картофель практически готов. Теперь я нарежу пару помидор. Примерно... Слушайте, да, тут не особо важно, как резать помидоры, потому что они там развалятся внутри от температуры и от того, что другие овощи запрессуют помидоры по-любому. Потому что помидоры мягкотелые. И так в жизни бывает, что твердые овощи мягкотелых овощей запрессуют в общем котле. Правда жизни помидорная. Прямо на глазах густеет лагман, а это значит, картофель отдал свой крахмал. Теперь добавляем еще пару ложек. Ну вот, не знаю, если у вас такие ложки, то пару. Если у вас прям ложки как ложки обычные, 4 штуки положить надо. Потому что томатная паста очень вкусная здесь. И перемешиваем. Итак, что я сейчас сделаю? Возьму приблизительно 1 столовую ложку копченой паприки. Все это перемешаю. Выключу газ. Полностью уберу весь огонь. Закрою крышкой. И пусть это еще обменяется вкусами, насытится в общий, чтобы превратился в такой шикарный бульон. Еще минут на 10 в горячем казане пусть постоит. Как раз макароны будут готовы. Они практически готовы. Лапша. Лапша. Можно сказать, что такое рагу из специй, овощей, трав можно использовать как самостоятельное блюдо. И я отчасти соглашусь, но вот в таком варианте, с лапшой, настоящей, вкусной, это прям вообще просто бомба. Просто я обожаю лапшу, обожаю теперь лагман. И буду дальше думать и искать рецепты, как бы еще что-то такого вкусненького приготовить. Ну просто ведь это вкуснятина. Я вам очень рекомендую, попробуйте, побалуйте себя и своих близких. Это был Михаил Веган. Всем пока. Кстати, если вы не веган, не веганка, пора бы уже стать. Смотрите, какие вкуснятины можно готовить, при этом не спонсируя убийство, эксплуатацию животных. Ты глянь.